Привет всем! В этом видео я покажу, как подключить и настроить терморегулятор STC3000. STC3000 бывает двух видов. Вот с кнопочками, можно в продаже такой встретить, он аналогичен модели STC1000. То есть, если вам нужно подключить и настроить вот такой терморегулятор, то ссылочку в описании я оставлю на модель STC1000. Там все точно так же. Отличается только вот названием. А если моделька вот такая вот идет, уже новая, с сенсорными кнопочками, то мы сейчас ее рассмотрим, как она подключается и настраивается. Эта модель идет с реле на 30 ампер, то есть нагрузку можно 220 на 30 умножить, то есть там до 6 киловатт можно подключать нагрузку. Но тут контакты, конечно, поменьше, я бы больше 3 киловатт все равно сюда не подключал. А если нужно больше, то использовал отдельное реле, которое помощнее. Для того, чтобы его подключить, нам нужно подать питание на вот эти два контакта. Вот они подписаны. Сюда мы будем подавать питание с розетки на вот эти клеммички. Ослабим контакты. Подключим два провода. Фаза 0. Без разницы, куда что подключается. Вот один провод в один контакт затянем. Второй провод во второй контакт затянем. Кстати, еще сюда нужна тонкая плоская отвертка, потому что у меня с набора она не такая длинная, не доставала до винтиков. Подключили два проводка. Сюда мы будем подавать питание. Это посередине разъемчик, это у нас датчик выносной. Здесь длина 1 метр. Здесь уже он подключен вот такой темный разъемчик. И сюда мы подключаем нагрузку через реле. То есть отсюда напряжение выходить не будет при включении, а просто замыкаются вот эти два контакта. Поэтому нужно будет, вот мы для примера лампочку подключим 0, мы подключаем сразу к источнику питания. То есть вот эта розетка у меня будет 0, мы подключаем сюда, будет сразу подаваться на лампу. Либо нагреватель можно подключать. В общем, что вам нужно подключать терморегулятор, то мы и запитываем. 0 также мы для питания прибора подключаем. Фаза идет на питание терморегулятора. А теперь нам нужно будет через вот это реле пустить фазу. Мы берем еще один проводочек. Вот он. Мы берем, затягиваем его в этот разъемчик в один. Из контактов без разницы в какой затягиваем. Также сюда мы от лампочки либо нагревателя, то есть сюда мы будем подавать фазу. При включении у нас лампочка загорится. Мы вот этот разъем затягиваем. И вот этот проводок мы на фазу подключаем в клеммник. И все, подключение у нас готово. То есть у нас фаза 0 запитывает терморегулятор. И отдельно у нас фаза идет на реле. При включении фаза будет идти на лампочку. При отключении вот эта фаза размыкается. А 0 напрямую у нас идет от лампочки на розетку. Вот и все, простое подключение. При подаче питания у нас терморегулятор сразу включается. Вот загорается дисплей и показывает текущую температуру. Дисплей очень качественный, то есть здесь циферки отчетливо видно, при том, что сейчас у нас максимальная яркость освещения у меня включена. Вот свет прямо светит на терморегулятор. И цифры отчетливо видно, четко вообще. Ничего не засвечивает, никаких бликов, ни отражений. То есть дисплей очень качественный. И здесь у нас есть кнопочки сенсорные по кругу, реагируют на касание. И вот замочек, здесь есть блокировка клавиатуры, она сама включается где-то через минуты, когда мы ничего не трогаем, через минуту она автоматически блокируется. То есть вот дисплей заблокирован, кнопки никак не реагируют. Чтобы разблокировать, зажимаем вот эту кнопочку ОК, удерживаем некоторое время, разблокировалось. И теперь мы можем, например, выставлять температуру. Добавляем, либо уменьшаем, нужную нам ставим. RST это вернуться назад. Если вы хотите зайти глубже в настройки, выставить параметры, то зажимаем кнопку Set, тоже там секунды 3 удерживаем. И зашли в меню настроек. Здесь с помощью стрелок мы выбираем нужную нам программу настройку. P0. Заходим дальше. Это у нас выбор режим работы. C это охлаждение, стрелочка вверх переключает на H это нагрев, то есть подключаем нагреватель какой-то, обогреватель.
Если нужно охлаждение, какой-то будет кондиционер, либо холодильник, то режим C. Вот, переключаем на H, сохраняем с помощью кнопки Set, выходим назад в меню. И дальше пробуем P1. Это у нас уже разница температур включения-выключения. По умолчанию 2 градуса, можем выставить больше, можем меньше. То есть выставляем нужную разницу температур включения-выключения. Однократным касанием то у нас на 1 единицу перелистывается. Если нажимаем и удерживаем, то у нас просто быстро листается. Вот, например, мы выбрали 4 градуса, выходим обратно. P2. P2 это у нас максимальная температура работы терморегулятора. По умолчанию 120 градусов. Если нам не нужна такая большая температура, мы можем уменьшить диапазон, чтобы лишнего не наклацать. То есть 120 это максимальная температура. В P2 мы можем выставить и поменьше. Вот у нас автоматически выходит настроек. Сейчас опять зайдем. P3 это минимальная температура. Нажимаем P3. Заходим. Минимальная минус 55. Также стрелочками мы можем выбрать температуру, там, например, минус 20, если нам не нужно использовать меньше, чем минус 20. По умолчанию стоит минус 55. Дальше у нас P4. Это калибровка датчика температуры. По умолчанию у нас 0. Датчик мы можем откалибровать в плюс 10 градусов и в минус 10 градусов с шагом 0,1 градус. То есть мы можем добавлять, можем убирать и по умолчанию оставляем 0. Выходим назад. P5 у нас это задержка старта терморегулятора. Например, если компрессор, чтобы не убить, нужно отсрочить время включения, то до 10 минут мы можем задержку включения терморегулятора выставить. По умолчанию 0 стоит. Можем также в этом меню выставить до 10 минут задержка. P6 у нас сигнализация при превышении температуры, то есть если она выходит за выставленные пределы, то будет звуковая сигнализация, световая будет мигать. Заходим, по умолчанию выключено, мы можем включить. Дальше Set, мы выставляем температуру, при которой будет включена эта сигнализация, то есть выставляем нужную температуру. И дальше Set, опять выходим назад. Это у нас включение-выключение блокировки клавиатуры. Выбираем On либо Off. Выходим назад. Это у нас сброс настроек на заводские. То есть если мы выбираем On, нажимаем Set, и у нас настройки все выставились на заводские. И теперь посмотрим, как он работает. Текущая температура 24 градуса. Разница температур у нас мы выставили. Там я сбросил настройки, получилось 2 градуса. И чтобы терморегулятор включился, температура должна быть 23 градуса. Ну, у нас сейчас выше температура, поэтому я просто подниму не 25, которая по умолчанию, а поставлю, например, 27 градусов. Вот можно наклацать. 27 градусов. И терморегулятор у нас включился. Настройки сохранились. И у нас, когда температура нагреется до 27 градусов, терморегулятор выключится. Вот выключился. И теперь терморегулятор заново включится, когда у нас температура упадет до 25 градусов. Вот если чуть-чуть подождать. Включился. И будет работать до тех пор, пока температура не повысится до 27. И так он будет работать вот в этом диапазоне. Это при нагреве. При охлаждении будет работать наоборот. То есть температура будет повышаться до какой-то температуры, включится терморегулятор, включит охладитель, температура опустится до нижнего предела и терморегулятор отключит охладитель. В общем, он работает в двух режимах. Ссылочку на данную модель я вам оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.